Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В преддверии Нового года мастера и клиенты в поиске праздничных дизайнов. Чтобы сэкономить ваше время, в этом видео покажу 7 простых и актуальных новогодних дизайнов. Поехали! Первый очень простой дизайн с звездочками и с фольгой. С ним справится абсолютно каждый мастер. На просушенный цвет будем прикреплять фольгу. Для того, чтобы она лучше приклеилась, нанесем тонкий слой базы. Также можно нанести тонкий слой праймера. Раскладываем фольгу наподобие патали и прижимаем, чтобы она не топорщилась. Перекрываем матовым топом. Если какие-то частички топорщатся, то их можно будет заматировать бафом. Для дизайна нам понадобится гель-краска без липкого слоя. Чтобы гель-краска была более жидкой, добавляем в нее гель-лак. Таким образом она будет жиже, ей будет проще рисовать. Выполняем прорисовку звездочек, для этого используем тонкую кисть Рублев 5.0. Если ваша кисть не делает таких тонких линий, можно попробовать выстричь ее. Ставим точки дотсом или кистью и из мокрого материала вытягиваем тонкие ниточки. Получается звезда. Промежуточно ничего не просушиваем. На сырой слой посыпаем мелкими блестками, либо акриловой пудрой, для того, чтобы был интересный эффект. Просушиваем в лампе не менее 1 минуты, убираем остатки пудры мягкой кистью, обезжириваем и любуемся результатом. Следующий дизайн – это клетка, которая особо актуальна в новогодние праздники. Необходимо смешать полупрозрачный черный оттенок. Для этого в черный гель-лак добавляем немного топа. В этот раз использую более широкую кисть и выполняю ей прорисовку. Для того, чтобы линия получилась ровной, делайте медленное движение. Если торопиться, то материал не будет стекать с кисти и будет рваная линия. Следите за тем, чтобы данные линии не были очень толстыми, объемными в высоту. Перекрываем матовым топом, снимаем липкость. И этой же гель-краской, смешанной с гель-лаком, начинаем прорисовку более тонких линий. Используйте кисть с длинным ворсом, чтобы линия была непрерывной. Украшаем блеском и хорошо просушиваем. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Для праздничного эффекта добавим блестящий гель. Чтобы они подходили больше к дизайну, смешиваем с черным гель-лаком для получения темно-серого оттенка. Следующий дизайн – эффектная звездочка, но которая проста в исполнении. На непросушенный тонкий слой базы выкладываем объемные блестки шестигранники в хаотичном порядке. После просушки снова перекрываем базой. Важно, что перед этим не делаем объемное выравнивание, чтобы ноготь не получился толстым. Снимаем липкость, если есть на поверхности выступающие части, забафим. Покрываем ногти топом без липкого слоя. Переходим к схеме снежинки. Рисуем лучики, посередине кружок. Затем из 3 лучиков выводим ромбики. Из 3 оставшихся делаем вензеля. Получается ажурная, объемная и очень интересная снежинка. Ну и, конечно, для блеска добавляем точек и, конечно, для праздничного эффекта добавляем блестки. Хорошо просушиваем, смахиваем. Вот такой результат. Одна без блесток, другая блестящая. Следующий дизайн – новогодний шарик с анималистичным принтом. Сейчас год тигра, будем на шарике выполнять его имитацию. Перекрываем ногти цветом, наносим базу и на нее крепим шестигранники. Просушиваем. Перекрываем матовым топом в средний слой, чтобы была ровная поверхность. Для прорисовки используем черную гель-краску с липким слоем. Она будет лучше распределяться, чем та, которая без липкого. Самое сложное – нарисовать ровный кружок. Теперь набираем чуть больше материала на кисть и рисуем волнообразные линии. Самое главное, чтобы они были живыми, где-то более толстые, где-то более тонкими, не просто прямые полосы, иначе имитации шкуры тигра не получится. Добавляем элементы, веревочку и отправляем на просушку. Для 3D эффекта добавим белой гель-краски. Набираем топ средней консистенции
и ставим на шарик. Он у нас получается объемным, а блестки внутри подсвечиваются, получается 3D эффект. Следующий дизайн — это свитер, куда же без него. Одну половину ногтя покрываем пастельным гель-лаком, а вторую блестящим. Просушиваем и наносим топ без липкого слоя. Одну часть делаем матовым топом. Для прорисовки на палитре смешиваем этот же пастельный бирюзовый гель-лак с гель-краской. Использую среднюю кисть по толщине. Тонкий рисунок получается не столь объемным. Сначала делаем длинную линию и затем небольшие стежки. И соединяем их диагональными линиями. Добавляем точек и снова присыпаем блестящей пудрой. Сбоку прорисовываем ромбики и также присыпаем. С правой стороны нарисуем новогодний цветочек. Он состоит снова из ромбиков. Сначала рисуем 6 лучиков и из них выводим ромбики. Посыпаем блестками, просушиваем, и у нас получается красивый блестящий дизайн. Дизайн глаз тигра. Очень интересный. Кажется, что выполнять его сложно, но это не так. Для подмалевка используем гель-лак светло-бежевого оттенка. Полусухой кистью делаем продирающее движение и отправляем на просушку. Не снимая липкости, черной краской прорисовываем глаз, линию под глазом и растушевываем ее, делая стежки, как будто имитация шерсти. Как видите, тут нет четких линий, поэтому получится у каждого. Нравятся дизайны? Еще больше идей. В новом курсе «Новогодние дизайны», которые входят в нашу онлайн-базу знаний. Более 20 видеокурсов, которые доступны по всему миру, с получением сертификата. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Прорисовываем акценты неоново-оранжевым, там где переносятся, боковую часть мордочки, а также заполняем глаз. Зеленым оформляем зрачок и вытягиваем лучики из центра. А для глубины тонируем красным. Растушевываем полусухой кистью. Зрачок у кошек не такой, как у людей, более вытянутый. Для глубины добавляем белого, просушиваем и перекрываем топом. Нарисуем тигрулю из мультика Винни-Пух. Этот дизайн относится уже к более сложным, поэтому сначала расскажу, как рисовать по схеме. Представляем себе овал. Овал меньшего размера внизу – это нос. Еще маленький кружок – это щечка, подбородок и вторая щечка. По центру у нас будут располагаться глазки, брови. Не забываем про ушки. Чтобы лучше было видно прорисовку, добавим поверхность и начинаем рисовать по этой же схеме. Первый овал, второй овал, носик, ушко и так далее. Обязательно перед тем, как рисовать на ногтях клиентов, потренируйтесь на типсах. Если рисовать по схеме, то все получится. Нашу схему заполняем цветными гель-лаками. Тельце, лапку и контуры рисуем оранжевым. Уже виднеется наш тигруля. Теперь добавляем черную прорисовку. Добавляем глазки, брови, усики и отправляем на просушку. Перекрываем топом в средний слой. Пишите в комментариях, какой из дизайнов вам понравился больше всего и какой выполнили бы на себе. Ну а я желаю вам всего самого хорошего, творческих успехов и с наступающим Новым годом! Счастливо! Пока-пока!